Сегодня у нас дождливая погода. Еду со спортзала и спешу сообщить вам радостную весть, что сегодня буду переделывать старый кувшин-молочник. Но я бы не сказала, что он очень старый, но он такой современный, как бы мне он такой ни к чему, я его переделаю. И у меня уже есть идеи, есть салфетки, я уже даже подобрала. Сейчас я надеюсь, уже скоро подъеду домой и все вам покажу. Этот процесс переделки вещей очень такой увлекательный, потому что тебе попадает в руки предмет, который уже, новый, может быть, не новый, но не очень нравится, не тот цвет, не тот стиль. И рисунок бы хотелось переделать. И буквально за часик-второй ты не спеша дома себе сядешь и красишь, и рисуешь, и салфетки клеишь, если красиво не умеешь рисовать, в помощь декупаж. И уже получается вещь такая... наслаждаешься красотой или на подарок. Ты человеку идешь, ты уже знаешь, что ему нравится, и можно легко сделать подарок. Ладно, уже почти приехала. Так, начинаем. И в этом видео сегодня я вам расскажу секреты декупажа при поклейке салфетки на объемную, на круглую поверхность. И как сделать так, чтобы салфетка ровно легла, чтобы не было складочек. Потому что как бы так на круглых поверхностях, таких как кувшин или круглые банки, клеить салфетку то сложнее. И намного сложнее, чем на плоских предметах. Небольшие скулы с этой стороны. Он сделан керамический. Ну и для кувшина у меня уже есть две красивые салфетки. Это рисунок коровы, или может это бык, точно не скажу. И роскошные розы. Ну вот тут небольшая загвоздка. Сам молочник, он небольшой. Здесь это морда коровы смотрится очень даже вполне себе хорошо и по размеру, и по стилю. Но я хочу добавить розы, как же без роз? А они, конечно, и великоваты, если их вместе приложить, и великоваты, и они идут, видите, на салфетке уголком. Здесь нет целого букета. Вот такая салфетка. И сейчас я буду это совмещать, эти розы и эту корову. Скажем, такое не очень с первого взгляда совместимое. Так что будет интересно, смотрите до конца, как я буду это делать, и в конце уже будет результат. Ну и для начала я на него нанесу грунт, который я приготовила сама. Скажу вам, что для приготовления такого грунта надо взять, примерно в равных частях клей ПВА, акриловая шпаклевка и акриловая краска. И все это тщательно перемешать. И можно наносить на поверхность. Так, грунт уже подсох. И здесь на кувшине есть небольшой скол, такой по краешку. И также рисунок здесь выдавленный, то есть не гладкая поверхность. Я с помощью акриловой шпаклевки зашпаклюю этот рисунок. И также этот скол тоже зашпаклюю. Шпаклевка на нем уже высохла, и можно его шлифовать мелкой наждачной бумагой. А края молочника, верхний край и нижний край, я покрашу коричневой краской.
сверху весь кувшин покрашу краской цвета слоновая кость. Ну и светлая краска уже подсохла. И надбитого края на кувшине, вот здесь краю, который был в начале, вообще не видно. А сейчас я влажной губкой вытираю светлую краску так слегка, для придания кувшину такого винтажного стиля, кое-где в некоторых местах. Ну и теперь можно приступать к салфетке. Здесь целиком возьмем рисунок. И розы, они, конечно, крупные, но мы, чтобы их визуально сделать чуть меньше, пустим их не от начала, то есть не от нижнего края кувшина. Вот так, если пустить, то очень большие. А мы сделаем чуть пониже. Я это оборву. И также разберу на кусочки эту салфетку, этот рисунок. Всегда, когда край круглый у основы и клеить салфетку, очень часто, ну почти 100%, что будут на салфетке складочки. Поэтому в любом случае мне даже удобно оборвать ее по маленьким рисункам, а потом уже склеить, собрать все вместе на кувшине. Ну вот кусочки готовы. Планирую как бы так. Сбоку будут вот эти цветы, чуть пониже. Потом кусочками уже можно будет доклеить кверху кувшина. И с обратной стороны тоже у меня есть вот такой рисунок. Будет ближе к ручке, низ уберется. И здесь кое-где я еще надорву. Ну, начинаю клеить. Ну и на такой выпуклой поверхности практически, ну, всегда неизбежны складки на салфетке. И тут так могу поделиться таким секретом, нюансом, что главное смотрим на лицо, то ли человека, то ли животного морду, чтобы тут в первую очередь не было складок, потому что они сразу бросаются в глаза. И стараемся выгонять складочки на более неприметную часть рисунка, потому что когда салфетка высохнет, ее потом можно будет зашлифовать и аккуратненько еще и краской можно подкрасить. Вообще в декупаже много разных нюансов возникает. И за один мастер-класс, за одно видео просто нереально все сразу рассказать. И я стараюсь в каждом видео что-то добавлять новенькое и что-то рассказывать. Поэтому подписывайтесь на канал, не пожалеете, будет интересно. Да, это такие, прям скажем, ювелирная у меня сегодня работа. Салфетка по кусочкам собираю, скажем так, все в общую картину. А как вам идея еще добавить цветочек на голову коровы? По-моему, очень даже интересно. Вот так вот модно, стильно, молодежно. Ну и на стыках рисунков надо сделать подрисовку красками. Где-то листочек, где-то цветочек.
Ну и сейчас я его покрою защитным лаком. И он уже прямо на глазах превратился в такую крутую вазу в деревенском стиле. Ну а всем я желаю хорошего дня, творческого настроения и увидимся в следующем видео.